Добрый день. Ну, давайте знакомиться. Дорога длинная. Да, за разговором и не заметим, как доедем. И куда вы едете? Я еду в Москву, в столицу. У меня там внучка живет. Недавно переехала. А вы куда едете? Позвольте спросить. А я еду в Новгород. У меня там племянник. Еду на свадьбу. Надо же, едем в одном купе, а приедем в разные города. В поездах много интересного бывает. Вот, например, история. Ехал я как-то в одном поезде с известным актером. И что же произошло? Входит контролер и говорит: «Ваш билет, будьте добры». Сейчас, минуточку. Где-то здесь был. Что-то не могу найти. Как же так? Я его недавно видел. Не надо искать билет. Я вас узнал. Вы знаменитый актер. Не может такого быть, чтобы вы ехали без билета. Да поймите вы, мне нужно найти мой билет. Не беспокойтесь, я вам верю. Это понятно. Но как без билета я узнаю, куда я еду? Да, забавная история. А я вам вот что на это расскажу. Летела я как-то в самолете во Владивосток. И вдруг я заметила, что мой сосед ведет себя как-то странно. Что с вами? Говоря честно, я боюсь летать. Не волнуйтесь, летать на самолетах в наше время абсолютно безопасно. Во всяком случае, намного безопаснее, чем ездить на автомобилях. Уверяю вас. Извините меня, я так не думаю. И совершенно напрасно. Вот, например, мой брат ехал на автомобиле себе спокойно по делам. Как вдруг какой-то самолет приземлился прямо перед ним на шоссе. Спасибо, вы меня успокоили. Но я и на машине ездить боялся, а после вашего рассказа буду ходить только пешком. Ну, вот и Москва. Как быстро прошло время за разговорами. Вот я и приехал. Счастливо вам доехать до Новгорода.